Всем привет! Я Владимир Мультаграм. Это самые интересные новости, связанные с мультфильмами за февраль. Это единственные позитивные новости, которые вы увидите за последнее время. Помчали! Netflix анонсировал аниме-сериал по вселенной Доты. Dota Dragon's Blood выйдет уже в конце марта. В нем будет аж 8 серий. Хотя сериал WandaVision нам показали, что не важно, сколько у тебя серий, важно умение ими пользоваться. Кровь дракона расскажет нам про рыцаря дракона Девиана, который всю свою жизнь посвятил борьбе со злом и всеми его проявлениями. Обожаю многогранных персонажей. Он встретится с могущественным Эльдвурмом и благородной принцессой и закрутится водоворот событий. Конечно же, это просто очередная попытка сделать что-то похожее на Алешу Поповича и Тугарина Змея. Ну, удачи. В сети уже есть трейлер Драконьей Кровушки, и он выглядит как аниме по вселенной Доты. Все как обещали. Сценаристом и шоураннером проекта выступил Эшли Миллер, подаривший нам фильмы Тор и Люди Икс первый класс. Так что все нормально, задрот у руля, значит сериал будет супер. Студия Pixar, которая по производству, по-моему, вышла уже на один фильм в неделю, анонсировала очередной будущий хит «Лука». Это милый мультфильм про небольшую деревушку на солнечном побережье Италии. Ох, аж слюнки потекли. Сказывается пандемия. Когда уже откроют границы? Главные герои — обычные веселые дети, которые познают мир, только особенность этих детей в том, что иногда они принимают форму рыб. Я думаю, что мультфильм в любом случае будет замечательный, так как студия Pixar свое дело знает. Они уже с большим успехом продали на мировой прокат 2 мультфильма про смерть и мультфильм про то, что в голове у ребенка живет 5 разноцветных людей. Премьера Луки состоится в середине июля на стриминговом сервисе Disney+. Спасибо вам большое, что бережете наши денежки. Пираты на абордаж. Этой весной выходит ремейк мультсериала «Ох уж эти детки». Это детский сериал про некрасиво нарисованных детей с огромными головами, которых, если встретить в реальности, можно, наверное, сойти с ума. А главный герой говорит таким голосом, как будто он понял суть всего сущего. Мне суют все время вместо бутылочки какую-то дурацкую чашку. В общем, эти ребята возвращаются, теперь в 3D. Это, наверное, первый мультик, который стал лучше и веселее благодаря 3D. Может, стоит попробовать сделать в 3D «Ух ты, говорящая рыба». Новые 26 серий «Ох уж эти детки» можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Paramount+. Еще одна платформа. Apple TV+, Disney+, Paramount+. Но мы-то понимаем, что все это жалкая пародия на NTV+. Годзилл, видимо, много не бывает. И после фильма «Годзилла против Конга» в марте на свет выходит аниме «Годзилла. Сингулярность». Годзилла в аниме — это, конечно, интересно. Все вместе посмотрим, как огромный динозавр бегает в короткой юбчонке, светит трусиками и глупо смеется. В большой прокат вышел фильм «Том и Джерри». Комедия о том, как злодей и алкоголик-мышонок Джерри ломает жизнь всем окружающим. И все хорошее, что он делает за фильм, это исправляет то, что он сам и натворил. В фильме хорошо только то, что сами Том и Джерри очень похожи на себя в старых мультфильмах, на которых вырос я. Во время перезапусков сериала они очень сильно изменялись, и, по-моему, в худшую сторону. И сюжет второй части фильма мне, в принципе, тоже понравился, но создалось впечатление, что он бы сработал и без Тома и Джерри. Без спойлеров, только ощущения. Пьющие мультяшки, злодей Джерри, старые визуальные гэги, постоянный мощный рэп вместо классического джаза, но это уже дело вкуса. Мы даже, к сожалению, не услышали каноническую музыкальную заставку. Netflix собирается запустить мультсериал по вселенной Терминатора. Netflix, ну все, нас ждут терминаторы геи, трансгендеры и гордые терминаторши, которые всего добились сами и никому ничего доказывать не должны. Либо это будет мрачная школа терминаторов, где они будут раскрывать тайны, работать за взрослых и готовиться к балу. Ура, Netflix! Бивис и Батхед вышли в YouTube через Zoom и объявили о предстоящей премьере своего фильма. Пока больше никакой информации нет, кроме слов Бивиса и Батхеда. Надеюсь, не врут. Будем ждать. Было бы здорово, если бы у них вышло лучше, чем у Тома и Джерри. Трейлер фильма «Стервелла» за первые сутки набрал 71 миллион просмотров, тем самым став одним из самых просматриваемых трейлеров студии Disney. Абсолютный рекорд принадлежит фильму «Король Лев». Вообще, Disney здорово, конечно, придумали выпускать фильмы, где оказывается, что злодеи, которых мы боялись и ненавидели все наше детство, на самом деле добрые ребята. Может быть, мы скоро узнаем, что и Джафар не такой уж и плохой парень, и у Шрама просто тогда день не заладился.
И почему в России не снимут фильм про молодость, например, Бабы Яги? Мы могли бы узнать, что она такого сделала, что потом всю старость ходила в ступе. И кто ей посоветовал есть детей. Блин, у нас сказки жесткие, конечно. У них заколдовывают детей, а у нас жрут детей. Ладно, отвлекся. Стервелла в мае в кинотеатрах. Сериал про фей Винкс продлили на 2-й сезон. Если кто не знает, Netflix выпустил сериал про то, как феи Винкс пошли учиться в школу фей. Хотя, насколько я помню, они вроде и так уже учились в школе. Ну ладно, это их дело. Я как бы вообще не знаю, мне рассказывали. В общем, их продлили еще на 1 сезон. И я думаю, не последний раз. Ведь их коллег из Ривердейла так много раз продлевали, что они уже и в тюрьме посидели, и на войну сходили, и порно поснимали, и побыли наркодилерами. А в крайнем сезоне даже выпустились из школы. В Москве на ВДНХ открылся Союз Мультпарк. Казалось бы, чего еще не хватает в Москве. Прямо из парка специальный корреспондент Владимир. Спасибо, Владимир. Действительно, в Москве открылся первый парк, посвященный любимым героям российских детей. И я не про Клаву Коку и Моргенштерна, я про героев советских мультиков, таких как Крокодил Гена, Чебурашка, Винни-Пух, Пятачок и же с ними. Согласно информации на сайте Союз Мультпарка, площадь центра 2000 квадратных метров. Это 3 этажа из 18 интерактивных аттракционов, разработанных с применением множества цифровых технологий, виртуальной и дополненной реальности. Меня выгнала фея, клянусь, меня выгнала фея. Среди интересных аттракционов, например, Земля Винни-Пуха, комната по мотивам Тайны Третьей планеты, Тайны кристаллов Снежной Королевы, а в комнате с фонариком в руке можно помочь заблудившемуся ежику добраться до медвежонка сквозь туман. Можно полетать на дельтаплане по мирам, созданным Союз мультфильмом, или просто посмотреть мультики в купольном кинотеатре на сферическом экране. Детская лаунж-зона. В этом зале хронология создания самых кассовых мультфильмов Союз мультфильма. Союз Мультпарк – это пространство для детского отдыха, развлечений и творчества в павильоне номер 7 на ВДНХ. В общем, в 2 словах, я сходил в Союз Мультпарк. Когда я шел сюда, я сначала думал, что мы будем пристегнуты к какому-то железному вагончику, нестись вокруг огромной башки Винни-Пуха. Но нет, оказалось, это парк для маленьких детей, в основном с VR и 3D эффектами. В скором времени Союз Мультпарк собирается открыть во многих городах России. Обязательно сходите туда со своим маленьким ребенком. Только с ребенком, потому что мы вдвоем с женой здесь смотрелись очень странно. Спасибо, Владимир. В любом случае, вспоминая прошлый год, хорошо, что что-то открывается, куда там можно сходить. В нашей рубрике Мультаграм я делюсь с вами прикольными аккаунтами в соцсетях разных художников. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на Джейсона Диммера. Это известный создатель персонажей и арт-директор студии Pixar. Он работал над такими фильмами, как Рататуй, Валли и другие. Всем мульт пока!